Здравствуйте, дорогие друзья! Лазерный уровень Bosch. Питание есть, режимы переключаются, а лазеры не работают. Ни боковые, ни верхний. Модель Universal Level 2 и номер дальше. Давайте проверим для начала батарейки. Часто бывает проблема не в самом приборе, а в питании. 1,5 вольта. И остальные столько же. Ну что, будем разбирать прибор. В Bosch'ах обычно отвертки шестиконечные звездочки Torx. Подбираем отвертку. Десятка не подходит. Восьмерка тоже. Посветим отверстие фонариком и глянем, что у нас там за винты такие. Обыкновенные под крест. Откручиваем винты. Видать, уже клиент разбирал прибор, потерял винты и закрутил обыкновенные саморезы. Все. 3 винта, кстати. Одного не было. Снимаем крышку. Производим осмотр. И смотрим тонкие провода, которые соединяют маятник, по которым идет питание на лазерные излучатели, находящиеся на маятнике, оборваны. Провода очень тонкие. Скорее всего, кто-то разбирал и повредил их. Вытаскиваем внутренности, осматриваем подробно, что же все-таки послужило поводом для разбора прибора. Пока не находим. Нижний уплотнитель. Отсоединяем разъемы, чтобы у нас удобнее было работать дальше. Убираем корпусные части в сторону. Прокладочка. Разберемся, куда она потом ставится. И винты. Раз, два, три, четыре. А вот здесь отвертка Torx, шестиконечная звездочка. Откручиваем винты и располовиливаем прибор уже дальше. Делаем это аккуратно, как бы еще что-нибудь не повредить. Вот, кстати, и причина. Контактная шайба медная, которая при отклонениях прибора у нас контачит со вторым контактом. Норма 4 градуса у этого прибора. Скорее всего, после ранения прибора она отлетела. Клиент сам вскрывал прибор, еще дополнительно повредил провода. Продолжаем разбор. Осматриваем все и запоминаем. Все, убираем излишки. Один провод все-таки у нас остался. Вот эти у нас оборваны. Ну что, будем восстанавливать. Старые провода слишком короткие для восстановления, будем напаивать новыми. Провод рекомендую брать. Есть у нас от микроволновок двигатели, которые внизу крутят столы. Я разобрал один из двигателей, там как раз вот такой вот тонкий провод, толщиной как волосинка, не измерял сколько. Подскажите в комментариях, кто знает. И вот этим проводом мы будем разводить. Все, за кадром мы спаяли с запасиком небольшим провода. Они у нас не стали гадать. Параллельно целому проводу распаяли и остальные 4 провода, всего их 5. Теперь приклеим контактную шайбу. Шайбу контактную приклеим светоотверждающим клеем.
Промазываем посадочное место. Устанавливаем саму шайбу, смотрим, каким местом она стояла. И ультрафиолетом отверждаем. Вторая уже такая неисправность у меня после падения. То есть было у меня в предыдущих роликах тоже такая ситуация, когда при падении отвалилась вот эта шайба. Но там она крепилась не на клею, вернее она и на клею крепилась, и на винте центральном. Винт у нас открутился, там на пол резьбы был закручен, видать, еще и на заводе не до конца закрутили, надеялись, что клей выдержит. Ну все, дальше у нас будем собирать. Вспоминаем, когда мы разбирали, как это у нас все стояло, и устанавливаем все на прежнее место. Саму конструкцию внутрь контейнера, в прорези, в пазы. Тоже не торопимся. Если все делаем правильно, все должно встать без всяких усилий. Закручиваем винты. Заправляем провода, чтобы у нас не болтались. Специально есть у нас хомуты, прямо сделаны на корпусе. Уплотнители в нижней части. И разъемы на место, на управляющую плату. Давайте, не собирая, сразу проверим, установим батарейки и включим. Все. Включили, смотрим сразу. При наклонах пропадает у нас, так и должно быть. Есть у нас режим, третий режим, когда при наклонах излучение лазеров не пропадает. И проверяем эти режимы. Первый, второй у нас с отвесом, верхняя точка. И третий режим, когда у нас при наклонах излучение лазеров не пропадает. Будем устанавливать уже в корпус уплотнители нижние. Батарею сразу вытащим, чтобы в сборе ничего не произошло. И вот эту штучку сверху у нас приклеим. Вначале, конечно, поставим ее, как она должна быть. Вначале давайте примерим. Все нормально у нас собирается. Вот это мы потом приклеим сверху. А сейчас проверим, как говорится, сделаем калибровку. Потому что вдруг опять придется разбирать, чтобы не делать это по несколько раз. Режимы, которые у нас переключаются. И посмотрим на отвесе. У нас есть отвес такой. Спроецируем на этот провод вертикальный лазерный луч и проверяем. Вертикально у нас точно. Также делаем и горизонталь по горизонтальным двум точкам, заранее заготовленным. 3 режима работы. Первый. При отклонении больше 4 градусов плюс-минус по горизонтали гаснет
И вертикальный у нас отвес, и крест. Второй режим. Можно по-всякому крутить. Угол, правда, не прямой, но он не гаснет при наклонах. И третий у нас остается крест, только без верхнего зенита и нижнего надира. То есть без отвеса. Также при отклонениях гаснет. Ну и что, с винтами думать не будем. Вкрутим те же самые. Добавим еще один свой. Ну на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите по этому ремонту свои комментарии. Всего хорошего, до новых встреч.